Сейчас вы знаете, что господин президент Махмуд Аббас 23 сентября внес заявку в ООН на получение Палестины статуса полноправного члена ООН. С тех пор в ООН проходят дискуссии по данному вопросу, в Совете Безопасности проходят многочисленные заседания, проходят беседы палестинского руководства с представителями международной общественности. И в Совете Безопасности обсуждается решение этой вопросы. Была созвана специальная комиссия специалистов, и на прошлой неделе было ее заседание. И они вырабатывают отчет о своей деятельности, который они уже вручили сегодня или еще вручат сегодня Совету Безопасности. И этот вопрос будет рассматриваться. Существуют разные мнения. Мы можем сказать, что 3 основных группировки существуют в рамках Совета Безопасности. Есть, во-первых, сторонники создания независимого палестинского государства. Есть другая группировка, это воздержавшиеся. И, наконец, есть те, кто уже с самого начала определил свою позицию, что они будут возражать против членства Палестины в ООН. Мы сейчас ожидаем ближайшего заседания Совета Безопасности, который обсудит отчет этой комиссии по членству 11 ноября. Он должен собраться, и там, как мы предполагаем, это все-таки будет, как мы надеемся, последнее заседание, где все государства-члены Совета Безопасности объявят о своем окончательном решении по данному вопросу, позитивно или негативно, и после этого вопрос будет поставлен на голосование как последний этап на пути решения вопроса о принятии Палестины. Мы уверены в том, что Совет в целом примет позитивное решение по нашему членству в ООН. Нам удалось во всяком случае добиться минимума наших требований. 9 государств из 15 будут голосовать за это. Там, видимо, будет принято все-таки вето. Мы, несмотря на вето, мы все равно полны решимости продолжать нашу борьбу, и мы понимаем, мы уверены, что то, за что мы выступаем, это наше право как палестинцев, и мы прошли. Мы знаем, что многие государства прошли длинный путь, прежде чем они были признаны, другие быстрее. Мы, если не добьемся успехов сейчас, то мы будем предпринимать и другие попытки, и мы снова будем обращаться в Совет Безопасности для получения в конечном итоге права быть полноправным членом ООН. Мы таким образом подождем до 11 ноября для того, чтобы все стало на свои места, стало все ясно. Но в любом случае понятно, что, возможно, мы и не преуспеем, мы не добьемся успеха, поскольку Соединенные Штаты прежде всего выступают против этого, и они работают также с рядом государств. И
Этот вопрос будет продолжать оставаться в повестке дня, будет продолжать обсуждаться и будут продолжаться наши попытки решить этот вопрос. Наряду с этим мы добились значительных успехов. В частности, мы вступили в ЮНЕСКО в этом году как палестинское государство, как полноправный член. И это был большой успех. Он был достигнут благодаря пониманию международным сообществом права палестинцев как самостоятельного народа, права на свое государство. И я думаю, что огромная международная поддержка, которая сопровождала голосование по этому вопросу, отразила как раз позицию международного сообщества. Возможно, часть палестинской деятельности состоит еще и в том, чтобы думать о том, как нам вступить в другие международные организации. И этот вопрос изучается и будет изучаться в палестинском руководстве после того, как мы получим результаты тех обсуждений, которые пройдут в Совете Безопасности 11 ноября. И после этого заседания мы в Палестине соберемся и подведем все итоги нашей борьбы. Мы все обсудим, мы все изучим и посмотрим, каков будет наш компас, которым мы будем руководствоваться, и куда мы пойдем, по какому направлению после того, как Совет Безопасности обсудит и примет соответствующее решение 11 ноября. И мы считаем, что мы имеем право обратиться в Генеральную Ассамблею ООН для того, чтобы получить статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Этот вопрос тоже требует обсуждения, требует усилий, но это будет наша задача уже на будущем этапе. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что членство государства Палестины в ООН – это наше естественное право, и это право, которое подтверждено всеми документами международного права, документами Организации Объединенных Наций. И это, если мы добьемся выполнения нашей задачи, это будет великолепно, но если даже мы и не добьемся этого, то мы будем все равно продолжать борьбу за это право в будущем.